Даете ли вы право на запись этого интервью и публикацию? Да. Даете. Как вас зовут, фамилию можете? Калинин Александр Юрьевич. Год рождения? 28.08.1995 год. Где родились? Родился село Туруханск, Туруханского района Красноярского края. А фактически проживаете где? Фактически проживаю Московская область, город Наро-Фоминск, улица Пешехонова, дом 1, квартира 95. Отлично. Был вопрос. Что они здесь делают из Наро-Фоминска? Четко. У меня в Ютубе. Потому что вы уже не первый из Наро-Фоминска. Вот что вы здесь делаете из Наро-Фоминска? Я прошу прощения, дозвонились вашей. Напомню потом я. Алло. 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 Алло, Юль, слышишь? Да. Это я, Саша. Да, родная, привет, как ты? Привет. Да ничего, все хорошо. У вас как дела? Все хорошо, солнышко. Как ты меня не загонишь? Все хорошо у тебя? Да, все нормально. Солнце, что там у тебя с беременностью? Родненький, все хорошо. Я на 4-м месяце, все хорошо будет. Кто будет? Все хорошо. А кто будет? Пока не знаю. А, пол не знаешь? Не знаю, пока неизвестно. Я жду тебя, чтобы вместе узнать. Ладно, а мама где? Я сейчас дома. Мама сегодня в обед была мама. Мама дома тоже. Угу. Ладно, все понятно, все. Понятно. Что там вообще? В Украине? Да, что там у вас творится вообще в России? Все так же. Ладно. С тобой не связывались? Говорят про смену, когда? С тобой не связывались жены других? А, что в воинской части говорят вообще? Ты в воинскую часть звонила? Да, мы на связи, все активно делают, работают над обменом. Ну, Держим руку на пульсе, все хорошо, нет, все делается. да я понял. В воинской части что говорят-то вообще? Что жив я или как? Что вообще? В каком статусе? В каком статусе, да? Да, то, что ты числишься в списке пленных, да, то, что ты числишься в списке пленных, что скоро будут разговаривать об обмене. Могу спросить другую жену? Конечно, спрашивайте. А с тобой Анастасия Гречко не связывалась? Кто? Анастасия Гречко не связывалась с тобой, Анастасия Гречко? Нет, а кто это? Со мной связывалась Людмила Денисова. А, Людмила Денисовна, это с Верховной Рады. Человек Украины. Да, это с Верховной Рады, да. А? Да, я знаю, что она связывалась. Уполномоченный по правам человека. Уполномоченная, да, по правам человека она связывалась. Найдитесь с этой женой, со мной здесь один тоже в плену есть. Вот Анастасия Гречко, найди ее, с ней будьте на связи, чтобы вы вдвоем... А, это какой-то пленный тоже Гречко? Да. Вот смотрите, канал называется «Ищи своих». Ага, вот видео в Телеграм, подожди, тихо, видео в Телеграм-канале есть «Ищи своих» называется. Только туда можно оставить заявку и свой номер телефона, чтобы ему перезвонила эта Гречко. Чтобы он ей перезвонил. Угу. Поняла? Я плохо слышу на фоне, что говорят. В телег... Что с Гречко, Анастасией нужно связаться. Да. Она какой-то там, у него тренер по... какой-то фитнес-тренер, короче, с ней свяжись. Вот, она тоже на связи, она тоже знает, что она должна тебя найти, чтобы вы вместе на связи были друг с другом. Поняла? Хорошо. Вот, и в Телеграме найди канал. В Телеграме найди канал «Ищи своих». Вот там вот можно найти и меня, и всех остальных. И связаться с этой Анастасией Гречко там тоже можно. Не с ней, а она может там заявку оставить. Тебя тоже записывают с ним видео или что? Да, нас всех записывают, да, здесь, чтобы знали, что мы живы. Вот так. Не только, чтобы знали, что живы, а для того, чтобы знали. Поняла, хорошо. Можно вот это?
хотя бы Так. озвучить. Так, Алло. что говорят в России, кто виноват в происходящем в Украине? Ну, тебе сказать то, что говорят по новостям? Нет, то, что думает она. Ну, то, что ты думаешь, то, что по новостям говорят, да, вообще. Сашенька, ну, ты же знаешь, я в политике вообще далека. Я не знаю, кто. Я понимаю только то, что война никому не нужна, и что скорее прекратилось бы это все, что русский народ против войны. А что они сделали, чтобы остановить По войну? новостям А что вы сделали, чтобы меня домой вернуть? мы везде, те, что обороны, подали все заявки. Западный военный округ, дивизию, постоянно со всеми дивизиями на связи. А чтобы войну Везде остановить? звоним каждый А чтобы войну остановить, что сделали? Чтобы войну остановить. Сашенька, ну я же с ребенком на руках, куда я пойду, какие митинги, беременная. Не митинги. А вот когда вы видите... Естественно, мы против войны, мы в дивизии просим остановить это, чтобы... Можно вам вопрос один задать? Меня зовут Владимир, я журналист, просто вопрос один задать вам можно? Он не сложный. А вы когда видите буквочку Z, вот у вас на машинах рисуют буквочки Z, какие у вас ассоциации или эмоции это вызывает? Знаете, вот я ни одной машины не видела еще, чтобы на них такие буквы всё, были заканчивайте. подобные. Договаривайтесь. Теперь таких машин у нас мало. Ладно, понятно. В общем, что там доченька, как наша Амиля? Все хорошо растет, мы очень ждем, что дома родной. Это Мама понятно. очень беспокоится о себе каждый день, спрашивает, мы все новости, все смотрим про тебя в дивизии, сразу там отправляем, они тоже работают, сразу там везде все делаем. Ладно, я понял. Все, самое главное, ты на учет стала, все, хорошо. Все, Ничего, очень ждем дома все. родной. Я люблю вас очень сильно. Мы тебя тоже очень любим. Давай, целую. Возвращайся скорее, Давай, все будет хорошо. давай, маме Все привет будет передай. хорошо. Давай, Скоро это все закончится. хорошо, родная. Давай, Мы целую. тебя очень любим. Целую, родной. Что вы можете передать россиянам, которые в Украине уже или которые идут в Украину, которых отправляют в Украину? Которых отправляют в Украину, я хочу передать, чтобы разворачивались все, обратно шли, чтобы никого не слушали. Все это неправда, что говорят. Россиянам остальным, чтобы останавливали как могли войну. Насколько я знаю, что нам говорили в прошлый раз, когда допрос был, говорили, что выходили на митинги, там, чуть ли, в Москве, в Питере, там, 3000 человек выходили, что сразу их сворачивают. Это правда, но у нас не допрос, вы же понимаете. Да, я понимаю, То есть вы да. можете неформально высказывать Вот. свои мысли, и все они... Да, их сворачивали сразу, знаю, что за распространение информации какой-то там, что здесь происходит, там в России, что 15 или 20 лет дают за это. А как вы думаете, вот этот вот закон о фейках, как он должен называться на самом деле? Ну, закон о том, что нельзя называть войну войной, как он на самом деле должен называться? Ну, закон о запрете фейков. А на самом деле это закон о запрете чего? То, что говорят, что это все фейки, что мы здесь неправильно, Да, что да. это все неправильно. Как? Да, закон, это не закон, да это все правда, как то, что мы здесь. Я понял, закон, я не за вас не отвечаю, я Потому что она просто... не берет трубку, включается автоответчик. Закон о запрете говорить правду, вот я это так понимаю. Ну, Давайте продолжим. Вы да, начали. всё. Да, давайте про вашу, то, как вы попали вообще в Украину. и- Про улицу ты спрашивал. Да, извините. Да. Где учились, там имена классных руководителей, однокурсников, одногруппников, одноклассников. Можете назвать в общем, потому что не верят, что вы это вы, и не верят, что вы из Украины. И да, Нарафаминск, просто точно писали, что из Нарафаминска в Украине людям делать нечего. Вот как вы попали вообще из Нарафаминска сюда? На какой вопрос первый ответить? Давайте про Нарафаминск. В Нарафаминске мы сейчас поехали на учение, там воинская часть же стоит наша, Каковы номер воинской части? 32010. Так, и куда Поехали на поехали? учение в Воронеж.
Воронеж. Как долго ехали в Воронеж? Ну, сама дорога была день, там, А, это дня. недалеко. Я Полтора понял. дня. Дальше. Вот. Потом все там развернулись, палатки поставили там. Я там как обеспечение там кушать готовил. Вы тоже во взводе обеспечения, да, или в роте обеспечения? Нет, я в роте обеспечения. В роте обеспечения, а должность? Командир роты. Командир роты. Обеспечения. А звание ваше? Старший лейтенант. Старший лейтенант. Так, дальше что было? Все, потом месяц постояли там, потом переместились, ну, также в Воронежской области, только чуть маленько в другое место. Ну, в лесу все было, я точно не могу сказать, где это было. Там постояли, может, где-то, наверное, может, не где-то неделю вот так. И потом поехали, потом все уехали в Белгород, в Белгородскую область. Я остался со своей ротой, потому что у меня там кухня, там все это. Вот. Мы поехали в конце потом тоже в Белгороде. Ну, в итоге мы переехали тоже в Белгород. Вот, 23-го ночью я приехал в Белгород. И все, и пошел искать там, где все наши, там было очень много техники, там все в этом лесу белгородском. Все. Мне потом сказали, что типа я еду как за рулем автомобиля, заправщика. Все, показали машину, сели, поехали. на границу. Когда вы пересекли? Получается, 24-го. И меня другое интересует, вы что видели и знали, куда вы едете? Ну, как старший лейтенант. Ну, догадывался, но конкретно... Карту ж сказали только что маршрут увидели. Ну да. Вы увидели Маршрут? Карту? Ну нет, не маршрут и карту. Он сказал, что сказали, куда ехать. Сказали, куда ехать? Ну, не говорили конкретно, что типа вот все, едем туда. Просто сказали, что в плане учения, перемещения там, ну, как бы все догадывались, что едем за границу. Вот, сели, поехали. Все знали, что едете в Украину? Ну, может кто-то не знал, ну, я знал. Хорошо. И что вы сделали, чтобы не поехать в чужую страну, как вооруженный человек? Ну, сказали, что в плане учений там на день, максимум на 3. Сказали, типа, выдать, я выдавал эти сухие пайки на 3 дня, сказали, что мы там ненадолго, быстро туда-обратно и все. Ну а вот как вы себе представите? Ну вы же взрослый человек, да? Вы офицер? И офицер, едете в Украину, на 2-3 дня выдавать пайки. Что должно было в Украине происходить такое, чтобы вы приехали, выдали на 2-3 дня пайки и уехали обратно? Как вы себе это представляете? С уточнением, вам же помимо пайков еще и оружие было? Ну, боеприпасы, Боеприпасы. То есть вы, зная как офицер, что есть вооруженные силы Украины, едете туда, и Ну вы... да, ну понятно. Ну просто как вы себе это представили, просто по-человечески интересно. Ну, я, конечно, не думал, что так все будет серьезно на самом деле. Думаю, А как вы думали, как будет? ну да, смешно это, конечно. Ну, согласен, реально да, смешно. согласен. Не, а как вы думали будет? Согласен. Как вы думали будет? Честно, даже как-то и не задумывался, как это все будет. Хлеб-соль Сказали. должны были стоять встречать вас? Ну вы же видели это фоточки в веночках, там все стоят, да, с хлебом, солью. Вот так А вы как себе вы думали? Нет, так не думал. А как вы думали? Вам отдается приказ зайти в военной форме с оружием на территорию другого государства. Вы офицер, вы учились в военном институте. Да. 5 лет. Вы знаете стратегии, тактики, вы это все проходили. Вы должны это знать. Поэтому нам интересно, как вы себе представляли. Ну, сказали, что это как типа по плану учений, что заедем туда, там. Ну, как бы конкретной задачи прям такой, что прям все, вот едем прям туда-то, не было такого, что прям конкретно прям объяснили там маршрут, там, конкретно объяснили там, в какой город мы едем. Такого не было. Просто сказали, все, едем. Все, мы все собрались и поехали. Ну, то есть вы стоите на позиции, да, чтобы мы просто долго не крутились вокруг вот этого всего, что вы ехали, понимали, куда вы едете, но дальше ни о чем не думали, да, то есть ну, едем, как-то так. Ну, грубо говоря, так, да. Сколько колонна какая вошла на нашу территорию? Сколько Колонна? машин и сколько живых всего? И через какой блокпост, интересно, если можно. Блокпост, честно, не знаю. Область. Область через Сумму вроде бы. Да, Сумская правильно. область. Мгм.
Вот там вот. Количество техники и живой силы. Людей. Вы как зам по ТУ должны знать. Нет, Сколько я не вы знаю, я не знаю ну, по тылу. тыловик. Людей нас было, ну там срочники не поехали, поехали только контрактники. Ну, у нас, наверное, было человек на 400. 400 человек. Это машин, ого, сколько? Да. Это сколько машин? Да, это реально много. Так, сколько? Это огромная колонна просто. Ну, наверное, единиц, наверное, 60-70 так. Это живая сила была по 20-30 человек в машине. Ну, не по 20-30, там, получается же еще, ну, экипаж. Ну, танки, там сколько, 5 Вот человек. всего колонна техники с По 9, обеспечением, с Уралами, с БМП. Вот сколько? 50 машин, 100 Ну, машин? где-то около 100, да. Ближе к 100. Много выжило, много погибло из-за того. Когда был бой, Да. и что произошло? Бой. Мы заехали, 3 дня мы там были, боя никакого не было. Потом мы в село Камыши, и там был лес, ну, рядом с селом Камыши. Вот. И получается, 4-й день моего там нахождения собрали колонну из 5 машин, там медицинская машина и вот заправщик мой и еще один заправщик. И все, и в сопровождении 2 БМП нас отправили обратно в Россию. И? Все, и машины подорвали. Мы бежали в лес. А зачем вас отправляли обратно в Россию? Потому что были у медиков были раненые. А, так боевые действия все-таки шли, пока вы там стояли? Конечно, Там- это же уже 3-й день был. Да. Под Там- Сумами уже было... Там, получается, вот где мы в лесу стояли, там поставили сигнальные какие-то огни вокруг леса. Ну и сигнальный огонь загорелся, все, там начали все стрелять туда, где загорелся. Оказалось, что это свои были. Все, своих подбили. Свои расстреляли. Не, ну это вообще для вас нормально, это даже не подлежит обсуждению, потому что уже много раз было, как бы тут другое интересно. Ну, вот, вы когда ехали, не думали, да, ни о чем, ну ехали и ехали. А когда вы уже в Украине находились, и когда уже обстрелы, когда уже раненые, вы же уже о чем-то думаете, наверное. Да, 3 дня уже прошло. ну, да, я как был бы- рад, то, что меня отправили обратно. То, что, ну, А вы хотели просто, чтобы вас побыстрее отправили, вы типа этой надеждой как бы жили, да, что такое? Ну, порешали это. Конечно, неохота. Ну, не порешал, конечно, охота была обратно, когда я увидел, что люди умирают. Много людей видел, сколько было ваших убитых, раненых? Вот в этой медицинской машине ехали 3 раненых, и один сказали, что он типа через 2-3 часа умрет, если мы не успеем доехать. Мгм. А по мирному населению, ну не по мирному населению, вы, конечно, так не скажете, по домам пожилым уже были удары с того в тот момент? Нет, Ну это просто еще очень не легко было, потому что- отследить по хронологии вашего Да, нахождения, по месту я вашего понимаю, я нахождения. понимаю. Мы сначала стояли 2 дня на дороге, Мгм. там была стрельба только вверх по этим, как они называются, беспилотникам. Вот. По ним стрельба была. Ну, больше никакой стрельбы не было. Конечно, потом, когда мы уже ехали, мы потом развернулись и вот ехали в в это село Камыши. Туда ехали. Ну, я не знал, конечно, что мы именно конкретно туда ехали. Просто сказали, что все разворачиваемся, уезжаем в другую сторону. И когда вот проезжали через какие-то там села, там, ну, видели, что машины горели, но это была наша техника. Вот. Как бы то, что уже мирное население, то, что дома там вот начали уже бомбить, это я уже узнал, когда мы уже были первый день в военной полиции, ну, когда уже в плен я попал, когда мы сдались вот в Камышах. Ну, вы не сдались, вы наехали на мину. Да, нас, Разница очень большая. Ну да, Сдаться нас и принять бой да, неудачно. нас подбили, мы все убежали в лес, сутки мы в лесу ходили, вышли вот на село и вот увидели мужика и подняли руку. Сколько у вас человек было? 4 человека. Вы вчетвером подошли к нашему гражданскому. Да. И что вы сказали?
Сказали, все, типа, ничего не хотим делать. Они сказали, все, сдавайте оружие, мы им сдали оружие, сдали бронежилеты, шлема. Потом приехала полиция Да. и забрала вас. Ну, Инструкция от российского офицера, как правильно и легко сдаться в плен и сохранить себе жизнь. Слушайте внимательно. В отличие от товарищей из России, которые не товарищи, у нас, когда сдаются, мы не стреляем. Это ваши могут идти Да, с но белым при флагом этом, и при этом причем бросать некоторые гранаты. сдающиеся, да, выходят с белым флагом, а потом начинают как бы стрелять. Так что нужно тоже относиться аккуратно. Да, извините, перебили вас. Все, у нас забрали потом, я так понял, какой-то спецназ с 93-й, они сказали, что 93-й это. Ну да, Вот, они нас забрали, отвезли в город, я так понимаю, какой-то там, видимо, то ли штаб, не знаю. Вот, потому что мы с закрытыми глазами были. Мгм. Вот, ну и все, и потом нас привезли сначала в полицейский участок, потом с полицейского участка нас отвезли. я прошу прощения. Дозвонился вашей маме там, с 10-го раза. Ну, историю послушайте. 1,5 минуты прошли, не больше, потому что мы уже... Алло, Алло, мам, привет, это я. привет, сынок. Ага. Что, как у вас дела там? Хорошо, как у тебя вот нет, рядом. Сынок, Да. родной, кровиночек моя. Когда это закончится все? Когда это закончится проклятая война? Все от нас зависит. Что там, что в России будут говорить? Сынок, мы долго везде, где только можно. Звоните. Конечно, и в дивизию, и в эти Министерство обороны я звонила. Что говорят вообще? Что в дивизии говорят? Сказали, что ты в плену. Ну, Сказали, мы работаем, один ответ. кто виновен в том, что происходит? Можете спросить? Мы работаем, Мам, потерпите. вопрос такой. Кто виновен в том, что сейчас происходит в Украине? Русские зашли же. Молодец. Все, спасибо. Скажи, что может в Они никогда не телеграме были в посмотреть. Украине, Да. никогда не были Мам, для нас мам. врагами. Мам, в телеграм-канале, в телеграме есть канал «Ищи своих» называется. Найдите этот канал, туда Там Я добавьте. знаю, сыночек, я смотрю, я Скажите, что видео. будет видео сегодня-завтра с вами. Будет видео сегодня-завтра. Юле тоже скажи. Ну и вот этот вот вопрос, он как бы тоже, тут просто, чтобы вы понимали, да, всю сложную ситуацию. Пятый вопрос. Вы понимаете, что меня могут сейчас убить российской ракетой, как и любого украинца? Сынок, да, я все это понимаю. Но это реально Что я так. могу еще сделать? Скажите, что Ничего. бомбят рядом, в 200 метрах, Да. час назад. Ну, слышны? Вам слышны удары ракетные российские? Ну, вам же слышны? Да, да. Алло, Скажите об этом просто. Мы тоже ракетные удары российские слышим. Артиллерию тоже слышим все. Как рядом бомбят везде. сынок, да я смотрю украинские новости. Все. Вот их и смотри, Всё, мама. понятно. Там вся правда. Я их, сынок, я их и смотрю. Все. Скажи, Всё, жив, здоров. Может, какой-то Да. есть личный вопрос, мы можем запись остановить. Остановить запись. Лично. Все, мамуля, я вас люблю очень сильно. Баба Надя, как у бабушки дела, кстати? Она тоже тебя ждет. А отец что? С отцом связывалась ты? Да, отец где-то он работает на вахте. Сынок, если нужно приехать, это будет. Да все, я Я понял. готова. Все, хорошо. Давай, мама, люблю тебя. Не до надо, свидания. не надо, не надо, ты сейчас будешь долго. Ты не голодный? Нет, все хорошо. Ну, сейчас я Давай. выключу паузу. Да, ну по сути, если есть еще что добавить по поводу того, что как вы сдались, в принципе, вы попали, эта история мне уже понятна. Хотел бы спросить, что вы можете передать россиянам или тем, которые уже в Украине, ну, я имею в виду военным, да, Да, я или понял. тем, которых отправляют в Украину. Тем, которых отправляют в Украину, я хотел бы передать, чтобы сюда не шли, то, что рассказывают там,
какие-то американцы, там, нацисты. Здесь нет этого. Здесь в основном гибнет мирное население. Это не то, чему мы присягали. Не то это все. Так. Я понимаю, вы испытываете свою личное раскаяние, может быть, какие-то такие человеческие Да, я чувства? бы у вас хотел есть? извиниться, да. Хотел бы извиниться перед всем украинским народом, перед Украиной за то, что сейчас происходит. Вы могли бы что-то изменить, если бы вы знали все наперед? И как бы вы конкретно поступили? Ну, в первую очередь я бы сюда не поехал сам. Всем своим близким, я бы тоже всех кого Нет, знал, да, вот я это вот сказал. интересует, что вы бы не поехали самостоятельно сюда. А что бы вы сделали? Что бы я сделал? Не знаю, наверное, какой-нибудь ролик, наверное, записал, сказал. Ну, вы если- офицер. ну, сел бы в тюрьму, а что? Еще. Окей, хорошо, давайте быстро пройдемся все-таки по вашим местам учебы и именам. Это для российского. Для российских, они не верят, они Да. скажут, что вы... Я уже говорю, да. Давайте. Помните, что можете назвать? Учился учился я сначала в селе Туруханск, номер школы не помню, там одна школа, учителей там тоже не помню, потом переехал я, А одноклассников помните? Хоть каких-то? одноклассников, ну, сестра моя училась, Катя Гордеева, потом Костя Зарукин, тоже друг мой, вот с 1 класса, мы в садике вместе были. Вот. Потом переехали мы в Кедровый поселок Красноярского края. Там учился в школе номер 71. Там учительница у меня была Евгения Владимировна, фамилию не помню только. Вот. Потом Называйте конкретно эти школы, как они там, может быть, номер школа, помните или вот название там. в поселке Кедровом школа номер 71. Там учился. Дальше потом переехали в 7 классе. В 7 класс я пошел в новую школу, номер 143, уже в самом городе Красноярск. Там у меня была классный руководитель Валентина Францевна. К сожалению, тоже фамилию не помню. Вот. Одноклассники. Всех, кого помню, назвать или как? Ну, прям не всех исчерпывающе, ну хотя бы имен, там 3, 4, 5 имен назовите. Учительницу по истории Олеся Геннадьевна. Вот. Наталья Александровна, учительница по математике. Одноклассники у меня были, друг мой был с детства Дима Браун, Витя Пендюров, Никита Вирт. Я думаю, достаточно. Мои одноклассники. Да, я думаю, да, достаточно этого всего. Ну и так, здесь это, да, длинная получилась беседа, ну ничего. К нам как какие-то получилось? замечания есть? Я вообще обычно спрашиваю после записи, есть ли к нам какие-то претензии, но раз ты уже спрашиваешь, что спрашивать? Нет, никаких претензий. Нет претензий к нам. Спасибо.